Lietuvos žmonės, šį kartą mano pašnekovas visiškai naujas, charizmatiškas žmogus. Dėl ko jis charizmatiškas, jūs sužinosite patys. Ir aš tęsiu savo pokalbį vėlgi Ternopolyje, vėlgi tam mieste, kuris yra vakarų Ukrainoje. Ir čia žmonių pažiūros, žmonių požiūrė apie karą ir kaip galima ginti savo тевинę yra labai aiškios. Я сейчас немножко, значит, литовским зрителям вас охарактеризовал, но это суть вашего позывного. Какой у вас ваш позывной? Владыка. Владыка, а еще по-русски как? На русском языке тоже владыка, да? Скажите, пожалуйста, я знаю, что вы занимаетесь во время войны сейчас тактической медициной. Что это тактическая медицина, суть этого дела? Это эвакуация воинов из окопов при ранении и збереження його життя. Это я понимаю, что я в Украине говорю, но он говорит на украинском. А можно попросить, чтобы вы не только говорили на украинском языке, я немножко понимаю, но и на русском, потому что в Литве украинский язык еще такой, знаете, не все знают украинского языка. Буду стараться говорить попрошу, русским языком. На русском. Я знаю, что вам неприятно, но ради литовского зрителя. А у вас, владыка, у вас было до войны, вы занимались какой профессией? Я архиепископ Мстислав Украинской автокефальной православной церкви и позаштатный епископ. И когда пришла война в наш дом, я решил идти воевать вместе с побратимами. Вы архиепископ здесь, в Тернополе? Был в Тернополе, да? Так значит, вы от батюшки, скажем так, перешли в войну и спасать не людей, скажем, вашими проповедями, но спасать людей как медик. Да. И как медик, как духовное лицо. Как духовное лицо. И, скажем, а сколько уже ваш опыт в на боевом поле? Третий год. Третий год идет. И знаю, что вы были в Курской области. Да. Вот, и нашим зрителям, наверное, многим зрителям интересно, что там было в Курской области. Я знаю, что вы были около Суджи. И вот про события около Суджи, что вы можете сказать, как началось украинское наступление в сторону Суджи, это первый этап, и второй этап, как возвращаетесь вы уже обратно в Сумскую область. Как эти две разные, скажем, течения были, разные факты были? Ну, боевые бригады, які зашли в Курскую область, исконно украинская земля, оккупирована Россией. Курская область была украинской землей. Много людей может разговаривать на украинском языке, понимают. И боевые бригады зашли стратегически показать, что мы тоже можем войти с своими войсками, захватить территорию. Стратегия была для того, чтобы потом торговаться за наши территории, которые оккупированы на данный момент. Да. Вот стратегия хорошая была, правильная, ну, позициями удержали. Местного населения очень мало осталось, но разговаривали, украинский язык они хорошо понимали, и даже были старички, которые разговаривали на украинском языке, литературно, не диалектично, а литературно. Так и не было такого, значит, презрения украинцам, которые это население курское? Ну, ни в одной деревне, там, где я был, где встречались с местным населением, мы их кормили, делились своими пайками, своими харчами для того, чтобы с голоду они умерли.
Ну, такого сопротивления против нас не было. Ну, Ну, регулярная армия, да, была против. Да. Наверное, вы слышали выступление Путина. Если не слышали, то я скажу вам, что Путин называл вот те войска, украинскую армию, террористами. Их нужно, значит, судить как террористов. Как это, я думаю, что он делает пропаганду со своей стороны. А как вы ответили, вот вы уже вначале ответили до этого, что это исконно, значит, украинская земля. Но это поведение украинской армии не как террористы, а я думаю, как, значит, борцы за свою землю. Освободители. За освободители, да? А как это получилось, что вы дошли до суды, и потом должны уже немножко возвращаться назад? Какие это причины? Ну, я думаю, что это стратегия высших чиновников. Ну, они лучше думают о том, чтобы страны воинов сохранить их жизнь. Тому и нужно отступить. А вот как россияне охотились за возвращающимися воинами? Вы говорили про ихние дроны, которые на волокне было. Вы сами это видели? Оптоволокно, Ребен не работает, помощи нет от этого. Если убежал машиной бронированной, бронь выдержала, все хорошо. А вот был... Так они охотились за каждой отдельной машиной? Да. А вы сами, вы говорили, тактическая медицина. Значит, вы вывозили раненых и 200-х, то есть, которые пали уже на поле боя. Сколько вообще это было ваших поездок таких? На самые нулевой зоны? Ну, в Курской области поездок били 30. 30 поездок, да? И вместе с вами тоже вы один ехали или Нет, бригада нам. Бригада была. А вот по эту одну поездку все стали живыми, которые возвращались, или уже тоже были ранены и убиты те люди из вашей бригады? Выжили. Выжили, все выжили, да? Смертности не было, только когда бои шли, то при боях погибали, и потом выезжали забирать 200-х. Вместо этого, что мне оставалось для Российской Федерации, то домой возвращался. Ну, у нас есть, которые занимаются, есть на щите. Або зі щитом, або на щиті. Ну, на щиті 200-х привозять організації. На щите таке 200-х, да? Да. Скажите, пожалуйста, вы сами, ведь понимаю, в гражданской жизни вы как духовный пастырь, вы общались, наверное, на тему войны, а сейчас вы очутились в пекло, скажем так. Как вы сами на психику это не давило? Вы тоже гражданский человек, не военный. Вы очутились там. Я духовник УНЦО. Это что УНЦО? Украинская народная самооборона, Да. которая со времени, когда ГКЧП было, она была основана в городе Львове, и этого правого направления организация, которая всегда говорила, что москаль нападет на Украину. Среди этих нашей организации с первых 90-х годов наши побратимы, которые воевали против России и в Приднестровье, в Чечне, в Грузии. И мы сейчас видим, как и Грузия помогает нам, много воинов приехали и помогает нам, потому что помнят, что наши ребята УНЦО, которые с них и свою жизнь положили там в Грузии, перед войной с позывным «Цвях» повернули его тело во Львов хоронить за кучу лет. И Цвях, а позывной у его отца был Обух.
И такой тандем был. Сын погиб, а отец вернулся в Украину и через несколько лет, десятки лет вернул сына, его похоронили на Марсовом поле во Львове. Еще до этой полномасштабной войны, вторжения этого. И много есть, которые с 2014 года воюют. И разведка была, УНЦО ее организовала. Я не могу назвать номер, Так это номер этого мы батальона. говорим про УНСО, Да. про эту организацию, да? Да. Ну і з 90-х років вишколи тренування для молоді, правої молоді, для того, щоб вміли користуватися зброєю, тактика свого роду. И для этого, потому и он с первых дней было на засадах этого, что война настанет с Россией. Так вы уже примерно готовились до войны, зная, что война приближается. А как у вас сейчас, сколько я знаю, ваш батальон был в Курской области, сейчас он уже не в Курской области, Нет. и уже, наверное, на территории России. Этот весь батальон был из Тернополя, создан здесь, и через все события в войне дошел до Курской области, да? Ну, началась война, мы собрались с побратимами и разговаривали между собой, что нужно делать. Основали тероборону, 5-й батальон здесь, в Тернополе, и поняли, что, слава Богу, москали не зайдут в Тернополь, треба идти вперед. І ми через місяць вступили в Збройні Сили України і створили 35-й окремий стрілковий батальйон. И куда он направился? На Сумщину. На Сумы, да, я там и приехал там. Там в ту сторону, Да, был а там. потім ми вже в другу. Але ми вже після Бахмута, Кліщеївки, Часов Яр, нас вивели на Шахове, ми були Боровая, наша медицинская служба и наша часть наших взводов была на Купинске, в сторону Авдеевки, и там побывал в Купинске. И вы везде были? Да. Ну, там, я говорю, там, где я был. Да, где? И мы Купинск прошли, потом мы были в Белополье, возле Славянска, там, с другой бригадой были прикомандированы. И после этого мы приехали уже в Сумскую область на пополнение, оновление особого склада. Да, лечиться нужно воинам. И когда мы приехали в Лебедин, и в одном из батальонов нашей бригады разбили 3 человека, 2 человека погибло, а 1 человек остался жив, и нужна была помощь им. И мы были нашей медичной службой прикомандированы к другому батальону. Скажите, пожалуйста, мы часто говорим про то, что, как и ваш товарищ говорил, что закончится война. На каких условиях вы видите окончание войны? Вы сами. Как вы думаете, какая позиция должна быть Украины? До 91-го года у нас была вся территория наша, вот должна и быть наша территория. Хорошо, должна быть. А как вы представляете, какие способы достичь этого? Ну, стол переговоров должен быть. Ну, пока чтобы Европа тоже ввязывалась в эти переговоры. И их уста наполнены должны быть, так как я и говорил, что кордоны до 91-го года.
Ну і нарешті ж треба вже Трампу донести до його голови, щоб він правильно зрозумів, що Україна хоче, і Україна не нападала на нікого. А как вы думаете, вот вы говорите про то ваших партнеров, да? Вы говорите Европу и Америку. Но я могу вам указать на один фактор насчет пополнения вашего народа вооруженных сил. Вы сам доброволец, ваш батальон доброволец. Ваш батальон имеет длинную историю, он везде сражался. Но сейчас мы знаем про истории с бусиками, то есть бусики хватает людей и отправляет через некоторое время на фронт. То есть я говорю про другую ситуацию на моих глазах, что люди не хотят идти в армию. А чем заполнять те потери, которые есть у вас? У вас тоже есть и раненые, и погибшие. Кто вместо них пойдет, если с мобилизацией проблема? А вы говорите про границы 91 года. Ну, в данное время наш батальон пополняется. Есть друзья, которые занимаются рекрутингом. Есть те, кому будет исполниться 25 лет, и нужно будет идти воевать. Каждый человек, каждый мужик будет воевать в Украине, пока война не закончится. Вы Не уверены? Будет, да, будет, або убежит. Ну, тогда он не громадянин Украины. Я так уважаю. И рекрутинг идет, и эти молодежь 25 лет, пропозиции о том, чтобы они прибыли, научились, поняли, чего они хотят в Збройных силах Украины, и после этого только в бой идти. Желаю, что ваши слова были в реальности, и вы добились то, что вы хотите. Желаю. Спасибо вам за разговор. Бог і Україна, і побратими. Да. Слава Спасибо вам. Україні. Слава Україні. Слава вам. Дякую. Да, забув я русский язик.